Привет, друзья, с вами Санек. Сегодня у нас сталк в Черновицкое метро. Залезем, покажем, расскажем. Ну, я думаю, будет всем интересно. Оставайтесь с нами. А ведь все могло случиться совсем по-другому. Для начала хочу вам, друзья, поведать свою историю знакомства с легендарным метро. На самом деле, эта история берет свое начало задолго до нашего посещения этого места. Еще будучи маленьким, прогуливаясь с бабушкой под ручку вдоль улицы, я заметил темное углубление в стене, над которым ярко красовалась красненькая буквочка «М». Ну и, конечно, я сразу начал у бабушки расспрашивать про это место. На то время взрослые мало что знали про такой туннель, да и объяснить толком ничего не могли. Все сводилось к кучке легенд о том, как через тоннель провозили якобы какие-то товары для местной знати. Оно и понятно, ведь объекты были государственной тайной и, как правило, были засекречены. Но про прямой доступ или посещение такого объекта можно было и вообще не мечтать. Годы и шли, менялись империи и страны, и в конце концов этот день настал. День, когда маленький Санек окреп и с верными друзьями и твердым шагом ступил на рельсы легендарного черновицкого метро. А вот, друзья, и то самое эпичное место, под которым на глубине 130 метров залегает наш легендарный метротоннель. Дренажная система, словно большая артерия, все эти годы спасала стены университета, отводя от них воду. К сожалению, сегодня из 57 скважин осталось функционировать только 14, и то на 50%. Я вдоль пустых дорог иду, как одинокий пилигрим. Путь меня ведет, здесь мой дом, и я иду один. Вдоль пустых аллей, по бульвару сломанных надежд. Пока мир во сне, я смогу пройти этот рубеж. Одинокий пилигрим. Иду один, иду, моя тень, верный спутник этих странствий. А сердце бьется, хоть уже погасло. Хотел бы встретить друга я в пути, но пока схватки, но самим собой. На краю земли, в пустоте иду лишь я один. Слушай между строк, что со мной я болен, но здоров. Пульс мой ощутим, значит... Зацените, друзья, какая влажность и пар. Наша дренажка сооружалась силами киевского метростроя. Поговаривают, что на строительство было выделено около 1 миллиона рублей. Закончилась же стройка в 1979 году.
Должен подметить, друзья, что наша дренажка очень схожа с одесской дренажной системой. Единственное отличие от дренажки Одессы – это залегание галерей на двух уровнях относительно друг друга и их сбойка через слепой ствол. Здесь нет разветвлений, как там, но есть повороты на 90 градусов. Весь ствол проходит сквозь известняковые породы и имеет длину около 2 километров. Ну что ж, продолжим нашу экскурсию. Итак, друзья, подошли мы уже к первому и последнему перепаду. Вверх нас будет вести лестница металлическая. Будем надеяться, что металл не ржавый. Думаю, что у нас все будет хорошо.
Итак, друзья, подобрались мы к выходу. Нас встретила металлическая решетка, которая выходит прямо на улицу Гагарина, недалеко от железнодорожного вокзала. Выход из локации оказался закрыт металлической решеткой, поставленной на замок. Поэтому нам пришлось еще раз окунуться в обратный путь, таящий такие же незабываемые эмоции и чувства. Никто не может сказать, сколько простоит дом, но кто может сказать, сколько простоит такой туннель. К сожалению, данный туннель постепенно умирает. Все его коммуникации постепенно обрастают известью, а стены крошатся словно древний кирпич. Некогда администрация города планировала проводить здесь экскурсии. Даже огласили цену в 140 гривен. К сожалению, было проведено пару экскурсий, и про туннель опять забыли. Но я твердо верю, что наш туннель будет жить, а наши следы своруют те новые путешественники, которые пройдут здесь после нас. Друзья, если вам понравился мой рассказ, поддержите меня, пожалуйста, пальцем вверх и подпишитесь на канал. Если вам есть что сказать, то я буду ждать вас в комментариях. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, и скоро увидимся. Пока-пока. Я вдоль пустых дорог иду, как одинокий пилигрим. Путь меня ведет, здесь мой дом, и я